Всем привет! Вы попали на канал Need for Travel. Это канал о путешествиях. Как вы помните, в прошлой серии мы выехали из Аругамбея на север Шри-Ланки вдоль восточного побережья острова. Тринкомали часто называют просто Тринка. Этот город не часто входит в туристические маршруты из-за удаленности от столицы и тусовочного южного побережья. Но сразу скажу, что не имеет особого смысла сравнивать Тринкомали с курортами на юге Шри-Ланки, так как сезон там в другое время. И пока на юге сезон дождей был в самом разгаре, на востоке высокий сезон как раз с мая по октябрь. А так как Тринкомали самый крупный город на северо-востоке Шри-Ланки, то по популярности с ним может сравниться разве что только серферская столица Шри-Ланки Аругамбей и пляжи Пасикуды. Об этих местах на нашем канале уже есть несколько видео, ссылки которые вы найдете в описании. В Тринкомали мы особо задерживаться не собирались, потому что основной нашей задачей было доехать до крайнего на севере города Джафна. Так что в этом видео мы расскажем вам, за что мы так полюбили Тринкомали и вместо запланированных 3 дней провели там целых 3 недели. Затем поныряем с черепахами и акулами у берегов Нилавели. Ну а потом прокатимся на велосипедах до города Джафна. Но давайте обо всем по порядку. Мы поселились в Упувелли, туристическом районе Тринкомали, в небольшом гестхаусе в 50 метрах от пляжа. И номер стоил всего $6 в сутки. Место там очень приятное, хозяева дружелюбные. Кстати, они сразу нам почти показали картину на их доме, которую нарисовали украинцы в прошлом году. Но уже первая ночь прошла не без приключений. В час ночи мы проснулись от того, что какая-то группа парней, которая, как выяснилось позже, приехали с ночного сафари, поселились в нашем гестхаусе, и места им все равно не хватило, и они просто решили, что будут до утра тусить под окнами, кто хочет спать, кто не хочет, музыку будут слушать. Короче, через полчаса этой вакханалии я не выдержал, вышел и попросил их вести себя потише. Но помогло это ненадолго. Уже через 10 минут звуки вернулись на круги своя, и мне уже пришлось выйти из комнаты. Sorry. Because we cannot sleep, it's 1 a.m. Okay? Sorry. Okay? Really sorry. Sorry. Okay? Sorry. Really sorry. Ну и это помогло всего лишь на пару часов, так что утром мы уже планировали переехать в какой-либо другой гестхаус. Но, к счастью, парни утром уехали и больше не возвращались, так что мы решили остаться в этом месте подольше. В нашем гестхаусе хозяева разрешили нам пользоваться их кухней, но ланкийские кухни очень неудобные, поэтому нам очень повезло, что в 5 минутах ходьбы от нашего гестхауса мы нашли очень классный ресторанчик, где хозяин сразу с первого раза запомнил, что мы не едим лук. Потому что, оказывается, это очень сложно понять ланкийцам, как можно их еду приготовить без лука. Зато в отличие от Аругамбея здесь можно было спокойно купаться, потому что волны были небольшими, а берег песчаный и глубину набирал очень плавненько. И кто бы мог подумать, что Тринкомали станет одним из самых любимых наших городов на Шри-Ланке. Подробно о достопримечательностях в городе Тринкомали мы останавливаться не будем, так как ребята с канала «Привет, мам» сняли хороший обзор об этом городе. Обычно в Тринка приезжают на пару дней, но если вы очень любите животных, то стоит задержаться тут подольше, потому что животные встречают, так сказать, с порога. Еще когда мы ехали в Тринкомали, на подъезде к городу нас встретил дикий слон. И еще до приезда в город мы были наслышаны о том, что по Тринкомали гуляют дикие олени. Но мы не думали, что все настолько серьезно. Вот мы чуть-чуть отъехали и опять олени. Хотя в первый день, когда нам пришлось проехать через весь город, оленей мы там не увидели. И, честно говоря, я этому не сильно удивился, потому что думал, что олени обитают в какой-то определенной части Тринкомали, и их там совсем немного. И так как первые несколько дней мы отдыхали от дороги на краю Тринкомали, где никакого намека на оленей вообще не было, скажу даже больше, мне пришлось гуглить, чтобы посмотреть, где все-таки точно есть олени в Тринкомали. И самое неожиданное, попробуйте угадать локацию, в которой есть олени. Вот поставьте сейчас на паузу это видео и в комментариях напишите. Написали?
Так вот представьте, многих оленей мы встретили на автовокзале и возле него. То есть выходите вы такие из автобуса, а вместо агентов по недвижимости, предлагающих жилье у моря, как это обычно бывало лет 20 назад, вас встречают дружелюбные Бэмби. Who the hell are you? A Bambi. Смотрите, какая модная автостанция. Тут даже есть свои олени. Что вы тут делаете, а? Застукали? Олени тут и днем, и ночью. Для них автостанция это и дом, и столовая. Причем животных никто не держит. Они сами приходят к прилавкам и выпрашивают булочки. Ну а местные с удовольствием потакают животным. А если вы хотите приручить оленей и поселфиться с ними в клевых местах, то покупайте связку бананов за $5. Кстати, мне даже скидку сделали, когда я сказала, что эти бананы для оленей. И отправляйтесь в Форт Фредерик. Кстати, сам форт был построен на полуострове, на месте, где раньше находился древний индуистский храм Канишвара. Португальцы разрушили этот древний храм и на его месте построили форт, используя для строительства руины древнего храма. Сейчас же тут снова построили храм с крупной статуей Шивы, у которого на пальце можно разглядеть оленя как символ этого места. Сейчас это место, где олени гармонично уживаются с военными. Но если вы захватите с собой фруктов, то они будут в восторге. Ну, я сейчас про оленей, не про военных. Как только олени учуяли, что мы пришли не с пустыми руками, то вниманием нас не обделяли. И мы, честно говоря, были очень удивлены, насколько их там все-таки оказалось много и насколько они дружелюбные. Если вам тоже нравятся олени, так же как и нам, то обязательно ставьте лайк этому видео. Будет приятно не только оленям, но и нам. Но только посмотрите, как он аппетитно смокчет арбуз. И так как наши угощения закончились быстро, да и на все стадо оленей его не хватило бы, то нам очень повезло, что наш приезд совпал с, так сказать, централизованным кормлением оленей. О, смотрите, вот такое надо давать. О! Местный мужик принес целый мешок чего-то и начал кричать. Смотрите, целый мешок булочек. Оказалось, в мешке булочки с луком, и ими он собрался кормить оленей. Кажется, мы уже говорили, что лук ланкийцы кладут практически везде. Но олени оказались не такими переборчивыми в еде, как мы, так что с радостью уплетали булочки за обе щеки. Кстати, мы заметили, что во время кормежки у оленей не очень-то выражена забота о потомстве. При виде аппетитных булок сильные альфа-самцы своими роскошными рогами отгоняли молодых и слабых членов их же стада. Но, к счастью, еды было много, и надеемся, что ее хватило всем. Нет, не всем. Мне не хватило. Ты все бананы оленям скормила. Когда на автовокзале и в форте Фредерик вы покормите уже всех оленей, то дальше отправляйтесь в Датч-Бэй, или в переводе Голландский залив, в центре Тринкомали. Ведь тут тоже есть олени, которые ждут ваших угощений. В общем, за 3 недели мы успели ознакомиться с городом и теперь точно знаем, где можно встретить оленей. Вот даже подробная карта. Мне кажется, мы накормили в этом городе всех оленей. Ну а когда вы в районе Датч-Бэя накормите всех оленей, то отправляйтесь нырять с маской. Вода тут чистая и посмотреть есть на что. А если не боитесь, то можно и погрузиться здесь с аквалангом. Именно здесь мы впервые открыли для себя дайвинг. Пока только пробный урок Discover Scuba Diving на 10,5 метров. Но у нас так разыгрался аппетит, что теперь мы хотим даже получить сертификат. За пробное погружение мы заплатили $70, а полный курс с получением сертификата дайвера обойдется в $360. Как вам понравилось? Это видео. Это видео. Супер. Ну, это реально другой мир. Прям другой, по-другому дышишь, по-другому двигаешься. Все по-другому. В общем, вам понравилось? Да, рыбки такие. Да, еще и рыбки. Это превзошло мои ожидания, потому что я не ожидал увидеть что-то. Я думал, мы просто поныряем, я поучусь. Ну, как на урок пришел. Ты же на дайвинг пришел, а не нырять вообще. И сейчас наши инструктора скажут о нашем дайвинге. Very good diver. Very natural, very calm and very excited diver. Was very easy to learn.
Очень Well done. способные. Мы даже не думали, что подводный мир Тринкомали окажется настолько разнообразен. Мы видели рыбок Немо, мурен, ядовитых крылаток, множество разноцветных кораллов и еще много подводных обитателей. К сожалению, мы не знаем их названий. А если вам интересно больше узнать о дайвинге, как не бояться, с чего начать, то смотрите другое наше видео с нашим инструктором Жанной, которая уже больше 3 лет живет на Шри-Ланке. Ссылочку оставим в описании и вот здесь. А если попасть в Тринкомали в сезон, когда приплывают киты, то вы сможете посмотреть не только на китов, но и поплавать с дельфинами. К примеру, в апреле большая вероятность увидеть диких китов, а вот в сентябре, когда были мы, очень маленькая вероятность, поэтому мы не поплыли. Посмотреть же на китов стоит от 25 до 50 долларов, но можно также с ними и поплавать. Это обойдется около 100 долларов. Кстати, это не очень легально. Ну ладно, поныряем с китами в другой раз. Зато мы подружились с Жанной и Рамом, с которыми мы отправились в национальный парк Пиджин-Айленд. И в целом это место оказалось лучшим местом, где мы когда-либо ныряли с маской. Ну, поначалу были просто очень красивые рыбки и черепахи, но с черепахами мы уже и на Филиппинах ныряли до этого. Так что больше всего нас впечатлили именно акулы. Вообще это очень необычное ощущение, когда ты ныряешь с маской, наблюдаешь за черепашкой, и тут возле тебя проплывает акула размером чуть меньше человека, и скоро акул становится уже больше 5 вокруг тебя в зоне видимости. И остается надеяться только на то, что это действительно рифовые акулы, которые не едят людей. Если не голодные, конечно. В перерывах между нырянием с маской можно еще отправиться через джунгли на смотровую площадку, откуда открывается классный вид на пляже Нилавели, который всего в километре от этого острова. Он не щипается, он царапается. А больше тут делать нечего. У нас на посещение Пиджин-Айленда ушло полдня и 20 долларов, но оно того стоило. И мы, кстати, в этот день уже не стали возвращаться в Тринкомали, а заночевали в Нилавели. Это маленькое туристическое поселение возле Тринкомали. Оказалось, что с инфраструктурой в Нилавели совсем плохо. И во время пандемии тут работал всего один ресторанчик. Чтобы вы понимали, во время пандемии коронавируса ворон на Шри-Ланке в ресторанах и гестхаусах было больше, чем посетителей. И только посмотрите, какие они наглые. Эта ворона пытается у нас что-то украсть со стола, как только мы оттуда встали. А эти вороны моментально налетают на арбузные огрызки. Слышите, как они созывают коллег? Вот это командная работа. Но эта летучая мышь оказалась еще наглее. Новый гость у нас. Летучая мышь. Знакомьтесь. Просто сидим в комнате, никого не трогаем. Дверь открыта. Ну вот, залетела. И не может почему-то вылететь, хотя дверь открыта. Улетай не хочу. Хотя лучше уж летучая мышь, чем такие вот гости. Укус именно этого вида, как показывает статистика, почти не смертелен. Поверим в статистике. Если вы тоже будете разрываться между Тринкомали и Нилавели, то между этими городами можно заехать к руинам Вилгам-Вехера. Руинам больше 2000 лет, и говорят, что это одна из нескольких буддийских святынь Шри-Ланки, которые преклоняются и сингалы, и тамилы. Кстати, посещение бесплатное. Три недели в Тринкомали пролетели незаметно, и мы на велосипедах выдвинулись дальше на север. Но проехать больше 230 километров за день было бы очень напряжно. Так что промежуточной точкой мы выбрали город
Мулайтиву. Выехали очень рано, как всегда, без 26. Ехать классно в такое время, потому что не жарко. Мы сейчас едем по восточной части, и города расположены друг от друга относительно далеко, если мы хотим снять жилье, потому что палатку мы с собой не брали, как вы помните. Вот, поэтому приходится ехать по 100 километров в день, иногда по жаре, 45-50 градусов. Ну, в принципе, вы знаете, мы уже 100 раз выкладывали эти фотки, видео. Фу, где очень жарко, очень. Но утром 25 градусов всего лишь. А так как выехали мы очень рано, то успели заехать еще в руины буддийского храма Гириханду-Сея. Мы сейчас приехали на руины Гириханду-Сея, и достаточно оригинальное сооружение. Особенно мне нравится, что стена не ровно идет, а немножко полукругом. Вы можете это заметить. Мне тоже понравилось, как выглядит эта ступа, но мы еще решили узнать, чем она такая знаменательная. И на табличке перед входом написано, что эта ступа самая древняя в мире и на Шри-Ланке. Но мы потом погуглили, и в интернете написано, что все-таки в Анурадхапуре самая древняя ступа. Поэтому, если вы что-то знаете по этому поводу, пишите в комментариях. И оленей мы уже недавно встречали, и это оказался первый олень, который не ел бананы. Чтобы от буддийской святыни вернуться на главную дорогу, нам нужно было немножечко проехать по грунтовой дороге. А где грунтовка, там и сюрпризы. Первый раз пробились на Шри-Ланке спустя 6 месяцев. Сегодня мы наконец-то выехали из города Нилавели и двигаемся на самый север. Сегодня доедем до Мулайтиву, а завтра уже собираемся доехать до Джафны. Доехали до самой крайней западной точки сегодняшнего дня. Я очень рад, потому что ветер как раз западный, и мы ехали все время против ветра. Как же я устал, я даже не знаю, что лучше, ехать по солнцу или против ветра. Ну, сейчас мы повернем, и он будет дуть нам в бок. Это намного лучше. Я уже сегодня это проверил. Фух, я подустал. Оля вообще отстала. Больше 14 км в час даже не могли развить. Фух, выговорился. Кстати, смотрите, какие тут пейзажики. Сплошная степь, неудивительно, что такие ветра. Ура! Дождались Олю! Хо-хо! Чем дальше мы удалялись от рынка, тем с большим удивлением люди смотрели на нас. И когда мы доехали до Мулайтиву, мы поняли, что этот город пандемия никак не задела. С туристами здесь была напряженка еще и до этого. Чтобы было понятнее, давайте немного расскажу вам об истории этого города. Во время 26-летней гражданской войны на Шри-Ланке Мулайтиву контролировался тамильскими тиграми, то есть террористами. И в 2009 году
этот город стал последним центром сопротивления террористам. Но сейчас там безопасно, потому что, по сути, город превратился в сплошную военную базу. Так что так много военных, как в Мулативу, мы еще нигде не видели. Зашли в ресторанчик, а там готовят военные. И на ночь мы остановились в отеле для военных. Так что на прекрасных пляжах Мулативу из отдыхающих одни коровы. Ну и мы не стали задерживаться, проснулись до рассвета. На выезде из Мулативу нас порадовали дикие птицы на озере. Ну чем вам не национальный парк, да и билеты не надо покупать. Смотрите, тут и пеликаны, и аисты, и цапли. Вот это живности. Да, вот пеликаны, это близко. Удивил городишко, удивил. А вот еще и орлы сидят. 115 километров до Джафны хоть и были по равнине, но дались достаточно нелегко, потому что был встречный ветер. Мы даже дрон тут запускать не стали. Но, честно говоря, там и снимать особо было нечего, потому что пейзаж достаточно скудный. Нам осталось 88 километров всего лишь. Ху-ху-ху. На подъезде к Джафне уже было много католических церквей. И так как здесь также много индуистских храмов, то даже церкви нам немножко отдавали индуизмом. Сегодня мы проехали каких-то 115 километров из Мулативу, и вот мы в Джафне, и представляете, здесь есть велодорожка. Так много хочется рассказать вам о Джафне, но мы сделаем это в следующем видео, где мы не только объедем весь самый северный полуостров, но и отправимся в мини-вояж на остров Делфт. А теперь интересно, поехали бы вы на север Шри-Ланки или предпочли бы отдыхать в туристических местах? Пишите ваши ответы в комментариях, а если вам интересно наблюдать за нашими велопутешествиями, то подписывайтесь на канал. Увидимся!